у нас секретный дедовский рецепт. Будем опрыскивать помидоры кефиром. Обязательно досмотрите. Погнали! Со шлифовкой закончили. Сейчас пойдем огородными делами заниматься. Выдернем чеснок и засунем его сушиться. Но сначала палеты снимем, которые привезли на багажнике. Снимаю. А чё? Чё хотела? Ты заканчиваешь, да? Ну, я палету сниму, и я весь твой. Очень нужная вещь, багажник. Что только я на нем не возил. И вагонку, и доски, и трубу профилированную металлическую. Даже вон 100 на 100. Рубрика личная о себе. Я в детстве, лет 6, лет 6 занимался бальными танцами. Даже зонтик выиграл в детстве. Там за какое-то место. Очень я хотел денди. Маньячил с детства по компьютерам, по всяким приставкам. И вот при условии покупки денди я оказался в танцах. Все, доски подготовил. Наверное, не буду их убирать. Хоть и дожди будут, погода уж портится. Они и так все кривые. Положил их по-другому чуть-чуть. Может выпрямиться. Про танцы я помню такой способ заинтересовать танцами, то есть меня. Может быть, у родителей другая версия. А вы какими видами спорта занимались в детстве? Пишите в комментариях. Я занимался бально-спортивными танцами. Также занимался еще ушу какое-то определенное время. Походил даже на борьбу. А в школе 10-11 класс у меня был баскетбол. Я даже выиграл область. Не ездил на соревнования. Числился в команде. Район и город выигрывали. Да так вырвем. Вот. Начинаем рвать чеснок. Сейчас мы его вырвем и засунем на крышу. Наше темное местечко. Ире почему-то урожай чеснока не нравится. Как по мне, мы его съедим. В прошлом году чеснока насушили столько, что в этом году не съели. Да еще, наверное, на следующий год останется. Так, а я забыл попроведать нашего малыша арбузика. Что с ним там происходит? О, чесночина. Вот уже скоро и картошку копанем, покушаем свежую. Родители уже копали, ели. Какой-то новый сорт купили.
То есть она варится, все вкусное. Но потом постоит и черная становится. Как думаете, из-за чего это? Там много крахмала или что-то другое в этом сорте присутствует? Думали еще раньше веники заготавливать на зиму. Ну, что-то посчитал я, что у нас место есть. Ну, канадский дуб. Ну, то есть хороший, его хватает. Березовый веник. У нас место есть, где дубовый веник за 500 рублей канадский дуб продается. Его хватает. Ну, если нашей семье, то бани на 3-4. Ну, а березовый, если заготавливать, это один веник, один раз попариться. И листья с него летят с березового. Так что в этом случае лучше купить, чем заготавливать. Сейчас арбузик покажу. Дойдем, посмотрим на нашего малыша. А наш малыш подрос. Вот можете в предыдущем видео посмотреть, какой он был. И сейчас, ну, это недоразумение, умрет. И у нас тут дыня была. Ну, тоже считаю ее недоразумением. Вот она. Такая маленькая. Больше из 5 кустов ничего нет. Вот. Над баней у нас есть чердачок. Вот тут детские старые игрушки, коробки. И вот сюда сейчас мы чесночок засунем и разложим. Тут сухо внизу, предбанник, баня. Ну, тут все утеплено, все заделано. В прошлом году сушили, все было сухо. Потом вот эту вот ткань просто вместе с луком, с чесноком сворачиваешь и вниз спускаешь. Что, это весь? А как я вот его возьму? Вот так вот. Ну, потом, я думаю, в будущем здесь деревяшками пол застелю. И будет тут вообще хорошо. Можно будет очень много чего сюда засунуть. Все, это последний. А что, а лук тоже сюда надо? Когда я был маленький, мой дед Анатолий
опрыскивал только так. На 9 литров воды выливал литр 1% кефира. Добавлял 15 капель йода и немножко жидкого мыла. И все это опрыскивал. Огурцы, помидоры для профилактики фитофторы. И еще 29 таких народных рецептов я собрал у себя в методичке. Ссылка в описании. Иду я, значит, по огороду. Вижу, стоит ведро с травой. Но я пошел, выкинул все в компостную кучу. Смотрю в компостной куче, а там огурцы были на дне. Подхожу к жене и говорю: Яша, что за прикол? Зачем ты травы накидал сверху над огурцами? Я их выкинул. Ну и получил по шапке, потому что это был сверху базилик. Все собрал. Вот такая серия у нас сегодня вышла. Так что вы не забудьте, если досмотрели, подписаться, написать любой комментарий. Это очень поможет продвижению видео, ну и канала. Всего вам хорошего, не болейте. Всех благ. Пока-пока.